поэтому она умерла. Он нашел новую жену. Кто на свете всех милей, всех румяней и белей? Здравствуй, царевна. Ты будешь нам как сестра. Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам сказку. Да? Это сказка, история. Эта сказка называется «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях». Да? Это царевна, да? Царевна, дочь царя, царь, вот такой, царевна. И она мертвая царевна. И о 7 богатырях. Богатырь, это богатырь. Хо-хо-хо. Богатырь. Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях. Жил-был царь, да, это царь, и была у него царица. Царица – это жена царя. Царь поехал в долгое путешествие, да, очень времени долгое путешествие. А царица, жена царя, она ждала царя во дворце. Это дворец. Царица ждала царя во дворце. Через 9 месяцев у царицы родилась дочь, да? Дочь. Родилась дочь. Да, это царевна. Да? Царь, царица, жена царя. И царевна – это дочь царя. Угу. Понятно? Хорошо. Царевна родилась ночью, да? Ночью, когда все спят. А утром приехал царь. Когда царица увидела царя, она была так рада. Царь! И поэтому она умерла. Умерла, да, так рада, что умерла. Целый год царь был грустный. А потом он нашел новую жену, новую царицу. У молодой жены, у молодой царицы было зеркало, да? Зеркало. Вот. И это волшебное зеркало, магическое зеркало. И это зеркало умеет говорить. Царица смотрела в зеркало, и она спрашивала зеркало: кто на свете всех милей, всех румяней и белей? Да? Кто на свете, то есть в мире, то есть вся планета, да? А всех милей, всех румяней, да? Это румяна, и белей, да? То, что белый цвет, да? Белая кожа. То есть кто на свете всех милей, всех румяней и белей. А зеркало, оно отвечало. Царица спрашивала, а зеркало отвечало. Ты, конечно, спору нет. Ты царица всех
милее, всех румяней и белее. То есть зеркало говорило: да, ты самая красивая. И каждый раз зеркало говорило молодой царице, что она самая красивая на свете, да, в мире. В это время царевна, она выросла, да, то есть она была маленькая, и она выросла. И она стала очень красивая девушка. У нее были длинные черные волосы. Да? Волосы черные. Да? У нас есть это белый, а это черный. У нее длинные черные волосы, и ее кожа очень белая. Да? Белая кожа и черные волосы. Все мужчины хотели быть ее мужем, но царевна, она выбрала Елисея, принца Елисея. Да, это принц Елисей. Однажды, когда новая жена, царица, она смотрела в зеркало, и она опять спросила: кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Зеркало ответило: ты прекрасна, спору нет. Но молодая царевна, она самая красивая. И царица такая: что? Да, ей это не понравилось. Она сказала служанке, да, служанка — это девушка, которая работает на царицу, служанка. Она ей сказала: отведи царевну в лес и оставь ее там, чтобы там, в лесу, царевну волки съели. Служанка отвела царевну в лес и оставила ее в лесу. А сама служанка убежала назад во дворец. Царевна гуляла по лесу и потерялась. Она: где я? Где дворец? Она потерялась. А во дворце ее папа, царь, он тоже потерял его дочку. Он такой: где царевна? Где она? Он не знает. Елисей, ее жених, да, будущий муж, он поехал ее искать. Царевна шла по лесу и увидела большой красивый дом. Она зашла в этот дом, и в этом доме никого не было. Но дом был очень хороший, но немножко там был беспорядок. Да? Тут лежит, тут не так. Она такая: ай-яй-яй-яй-яй. В общем, царевна, она все помыла, все убрала и легла спать. К обеду хозяева дома, да, то есть люди, чей это дом, они вернулись домой, а хозяева были богатыри, да, это богатырь. Но там был не один, не два, а 7 богатырей. И они смотрят: почему все чисто, да, все так убрано, все хорошо. И они говорят: кто здесь, кто здесь? И когда они увидели царевну, они сказали: Здравствуй, царевна. Ты будешь нам как сестра. Живи с нами. вот, и она стала с ними жить. Богатыри ездили на охоту, ездили на войну. Да, война. А царевна, она жила дома, она готовила еду,
она мыла дом, да, она все убирала. Но богатыри, они полюбили ее, и они хотели, чтобы царевна была им как жена. И они говорят: царевна, мы тебя любим, но у нас 7 человек. Ты можешь выбрать одного мужа. Она говорит: извините, у меня уже есть мой жених Елисей, принц Елисей. И они такие: ух, ладно, хорошо, без проблем. Ты будешь нам как сестра. А во дворце царица, новая жена царя, она снова спрашивает зеркало: кто на свете всех милее, всех румяней и белее? А зеркало говорит: ты прекрасна, спору нет, но царевна живет в лесу с 7 богатырями, она все равно самая красивая. Царица стала злая, и она решила пойти сама и убить царевну. Царица одела одежду старой женщины. Она такая, да, она одела одежду старой женщины, и она пришла к дому богатырей. Но когда она пришла, в доме была собака. Уф-уф. И собака увидела, и она чувствует, да, что это нехорошая старая женщина. И собака на нее лаяла. Уф-уф-уф. Но когда царевна увидела эту старую женщину, она дала ей кусок хлеба. А та женщина дала ей яблоко. Собака понимает, что это нехорошее яблоко. Собака такая: не ешь яблоко. Да, но она ушла. И тогда собака побежала быстро к богатырям, потому что богатырей не было дома. Они были на охоте. И тогда, когда собака прибежала к богатырям, они ее увидели, и они поняли, что дома что-то нехорошее. Тогда они быстро побежали назад домой. Но когда они прибежали домой, было уже поздно. Царевна, она откусила яблоко и умерла. Вот, умерла. Она стала мертвая. Богатыри были грустные, но нечего делать. Они положили ее в красивый гроб. Это гроб. Гроб. Они положили в гроб и отнесли ее в пещеру. Это пещера. А Елисей, он не знал, что царевна мертвая. Он ее ходил везде и искал. Когда он долго-долго искал, но никто не знал, где царевна. Елисей пришел к солнцу, и он спрашивает солнце: «Здравствуй, солнце, ты знаешь, где моя царевна?» А солнце говорит: «Нет, я не знаю, но, может быть, месяц знает, где она». И тогда он пошел к месяцу, да, месяц. Он такой: «Здравствуй, месяц, ты знаешь, где моя царевна?» А месяц говорит: «Нет, я не знаю, но, может быть, мой брат Ветер, да, Ветер, знает, где она». Тогда он идет к ветру: «Эй, ветер, ты знаешь, где моя царевна?» Ветер такой: он такой: «Да, я знаю,
Она лежит в гробу, мертвая, в пещере. И Елисей услышал это, и он стал такой грустный, и стал плакать. И тогда он решил пойти и увидеть царевну в последний раз. Когда он пришел в пещеру, то он посмотрел на нее и решил поцеловать ее в последний раз. Он ее поцеловал, и она проснулась. Она была больше не мертвая, она стала живая. И он был так рад, и она была так рада. Они такие, она Елисей, он такой, моя царевна. В общем, у них все было хорошо. Они вернулись назад во дворец, а царица, новая жена царя, когда она их увидела, она умерла, потому что от зависти, да, она была очень такая, она очень завидовала. Вот, и они потом ее похоронили, сыграли свадьбу, и все у них было хорошо. Alright guys, I hope you enjoyed this story. It was a bit longer than usual, but I think it's very nice story anyway. If you want to see more stories like that and don't miss a new one, don't forget to subscribe, hit notification bell, and yeah, follow me there. And if you want to get a transcript for this video and separate audio file without the English in the end, so you can practice it everywhere, you can check out our Patreon. And if you want to study even on a higher level and you want to have private classes, TPRS classes with me, then you can check out my website, and there you will see what times are available and book your next class with me. If all of this is too much and you just want to practice Russian and maybe you want to have some help, you can check out our Discord channel. Ooh, we have so many things! Yeah, on our Discord server, yeah, we practice Russian, we help each other, and just have fun. Yeah, so check it out. Alright, that's all. Thank you so much, guys. Have a good day. Acquire Russian и пока-пока.